Всем привет, меня зовут Алексей. Кто еще не видел мои видео, то ранее я плотно занимался спортом и выступал по всему миру. Но со временем я заметил интересный факт. Как говорят в истории, что человек произошел от обезьяны. Но я обнаружил, что эволюция на этом может не закончиться и можно превратиться обратно в обезьяну и после даже в тюленя. Конечно, это только в индивидуальных случаях. Так вот, в этом видео я постараюсь не допустить обратных эволюций и буду прокачиваться на протяжении 30 дней на турнике и брусьях. В предыдущих видео, кто не смотрел, я добился неплохих результатов и со 105 кг минусанул 15 и стал весить 90. Сегодня в этом видео я постараюсь прокачаться с помощью брусьев, турника, подкачки на бицепс, на пресс, провести такой своеобразный эксперимент и постараться добиться хороших результатов и посмотреть, что же со мной произойдет за 30 дней до и после. Давайте сейчас проведем мои замеры. Давайте посмотрим, какой у меня вес сейчас. Итак, вес у меня сейчас 88,8. Ну, эти весы, конечно, чуть-чуть погрешно показывают. То есть у меня вес где-то 90 килограмм. Итак, следующее. Давайте сделаем замер. Итак, друзья, по нагрузкам первый снаряд, на котором мы будем прокачиваться, это брусья. На брусьях мы будем выполнять 10 подходов по 20 раз. Итак, приступим. Сейчас я сделаю 10 подходов. Отлично. Следующий снаряд, это мы будем прокачиваться на турнике. Что мы будем выполнять на турнике? На турнике у нас будет основная нагрузка, это, конечно же, бицепс, стандартные подтягивания и элементы на пресс. По подходам на бицепс мы будем выполнять 5 подходов по 10 раз. На подтягивания мы будем выполнять 5 подходов также по 10 раз. И пресс у нас также будет 5 подходов по 10 раз. Как это выглядит, если в комплексе? Стандартные подтягивания, затем пресс, меняем хват и бицепс. То есть в комплексе мы получим достаточно хорошие упражнения. Ну что, начнем. Друзья, на второй день появилась крепатура, и мы постараемся ее разбить с помощью разминки. Ну а так, сегодняшний день проведем так же, как и всегда. То есть первое мы будем выполнять брусья, затем мы будем выполнять турник, и на турнике прокачаем бицепс, пресс, ну и стандартные подтягивания. Так что поехали! Друзья, крепатура на второй день значит, что правильно подобрана нагрузка и мышцы начинают рост.
Вчерашняя тренировка прошла нормально, почти налегке. Но вот сегодня с утра из-за крепатуры стал задумываться о том, чтобы пропустить тренировку. Но нет, сегодня все по плану. 50 подтягиваний, 50 пресс, 200 брусья, 50 бицепс. Ну и, конечно, разминка. Кстати, забыл сказать, что нахожусь я на даче, где самодельный турник и самодельные брусья. В общем, условия максимально стандартные и доступные каждому. При прокачке на турнике использую мел для хорошего хвата и иногда перчатки. При прокачке на брусьях основное, на что стоит обратить внимание, это плечи ниже локтей в нижней части отжимания. Ну а в общем на первых порах прокачиваюсь как получится, не сильно заморачиваясь, подтянулся ли я с рывком или нет, ну или согнул ли колени на пресс. Сейчас лишь бы хватило сил на всю дистанцию, а потом можно будет все и почистить, когда чуток прокачаюсь. На третий день каких-либо изменений не чувствуется. Также осталась крепатура. Со вчерашнего дня была достаточно тяжелая тренировка, очень сильно вымотала. И сегодня постараемся засечь и приблизительно просчитать, сколько у нас займет тренировка и сколько понадобится на каждый подход. Так что для этого будем использовать таймер. Сейчас у нас по нулям. Ну и начнем с брусьев. Сколько у нас займет по времени подходы на брусьях. Так, чтобы вам видно было. Итак, посмотрим, сколько займет у нас это все по времени по секундомеру. Сейчас у нас по нулям. Итак, начинаем. Так, мы имеем приблизительно 25 секунд, 28, то есть 10 подходов по 20 раз у нас займет приблизительно где-то в районе 20 минут. Будем улучшать результат. Следующее мы замерим турник, сколько у нас по времени занимает турник. И также по этой же схеме, по секундомеру у нас по нулям. Время пошло. По времени у нас получилось также где-то в районе 25 секунд. Отлично. Следующее замерим бицепс и пресс. Итак, мы получаем 30 секунд на каждый подход. Здесь мы можем ускорить время за счет паузы в отдыхе. Если мы будем отдыхать минуту или две, соответственно, мы быстрее выполним наше упражнение. Но сейчас мы не будем себя загонять. И один подход будем делать за 2 минуты вместе с отдыхом. То есть 1,5 минуты на отдых. И тем самым получим 10 минут на подкачку. Отлично. По результатам тренировка у нас получилась
20 подходов на брусьях, вернее 10 подходов на брусьях получилось 20 минут. Турник бицепс у нас получился 10 минут. Турник пресс 10 минут. И подтягивание на турнике также 10 минут. То есть это все 5 подходов по 10 раз. Будем улучшать наши результаты. В общем, тренировка заняла 50 минут. Увидимся завтра. Пам. На 4-й день по ощущениям прошла крепатура, поэтому постараюсь сегодняшнюю тренировку построить не на скорость и на время, а наоборот, на прокачку мышц и выполнять все упражнения достаточно медленно, так, чтобы прокачать все мышцы. Ну что, приступим, начнем с брусьев. Также не забываем про разминку. Отлично, по ощущениям, медленное прокачивание очень сильно забивают мышцы и максимально хорошо их напрягают. То есть, если вы выполняете на скорость и не чувствуете нагрузки, то рекомендую делать эти же упражнения медленно. Это отлично прокачает ваши мышцы. Так что, в принципе, 20 раз те, которые я выполнил, очень хорошо меня нагрузили. И 10 подходов по 20 раз в таком темпе максимально хорошо будут прокачивать. Итак, сейчас отдохну. После турник, брусья, бицепс и пресс. На 5-й день у нас достаточно жаркая погода. Сейчас 31 градус. Для тренировок достаточно напряжно. И поэтому сегодня будем охлаждаться. На 5-й день тренировка получилась при аномальной жаре, где температура достигала на протяжении дня 35-38 градусов, достигая исторических рекордов. Тренироваться при такой температуре тяжеловато. По ощущениям, это сравнимо с кто парился в хамам, то приблизительно это там устроить тренировку, где иногда после подхода можно почувствовать головокружение. В общем, часть тренировки получилась с легким головокружением после подхода. Поэтому, так чтобы не пропустить день, ледяная вода из колодца или озера must-have для каждого.
6-й день по ощущениям ничего не хочется делать, особенно тренироваться. Возможно, из-за жары сегодня 32 градуса, но будем себя перебарывать и идти на тренировку. Друзья, 6-й день – это, наверное, тот день, когда все сходится на том, чтобы не тренироваться, где преимущественно преобладает лень, сомнения, жара и банальная усталость. По ощущениям хочется сделать выходной и пропустить тренировку. А еще руки от непривычки в районе мозоли от турника начали сильно жечь. В общем, сегодня пришлось собраться не только физически, но и морально, чтобы не пропустить тренировку. На 7-й день все упражнения стали выполняться более увереннее, стало чуть-чуть полегче. Седьмой день сильно удивил своим переломным моментом. Сегодня тренировка началась уверенно и налегке. Недельная прокачка дает ощутимый результат, где организм набрал нужные обороты для ежедневных нагрузок. По ощущению, при подходе чувствуется запас как минимум еще на один подход. На 8-й день тренировка получилась без каких-либо изменений. По нагрузкам качаю все так же. 200 брусья, 50 пресс, 50 турник, 50 бицепс. Ну и, наверное, самое интересное, что первая неделя прокачки позади. Я справился, не пропустив ни одного дня. И рад даже такому небольшому успеху. Ну а сегодня качаюсь дальше. Началась следующая неделя, в которой может произойти что угодно. На 9-й день по состоянию чувствуется прогресс не только в силе, но и в форме. Чувствуется, что похудел, и лишний вес, который мешал ранее, с каждым днем по чуть-чуть топится.
10-й день по нагрузке, все без изменений. Качаюсь как и вчера. 200 брусья, 50 пресс, 50 бицепс, 50 подтягивания. По состоянию тренировка получилась налегке. Спала жара и пошел дождь. Поэтому сегодня лишнему весу повезло, и тренировка получилась без прожарки. На 11-й день погода достаточно плохая. Сегодня целый день дождь и нет времени на отдых. Мы также продолжаем тренироваться даже под дождем, не ждем ночи. Сейчас 12 часов. Вчера целый день был дождь, сегодня. Так что приходится тренироваться под дождем. Но это не помеха для нас. Ну что, начнем. Сегодня похудение и трансформация тела началось с интересных событий. Целый день шел летний теплый дождь, в котором тренироваться одно удовольствие. По ощущениям навеивает какое-то чувство баловства. В общем, нагрузки в 200 брусья, 50 пресс, 50 бицепс, 50 подтягиваний прошли в нестандартных условиях, в которых получилось на позитиве потренироваться. На 12-й день настрой на тренировку какой-то депрессионный, поэтому время проверить версию, что тренировки используют как профилактика от нее. Сегодня качаюсь без изменений: 50 турник, 200 брусья, 50 пресс, 50 бицепс.
итогу хочу отметить, что ученые не ошибались, и тренировка от депрессии как профилактика от нее работает. На 13-й день по ощущениям прокачиваем все дальше. Каких-либо изменений нету. Появляется только больше силы и более качественное выполнение упражнений. Друзья, сегодня тренировку построил так, чтобы проверить интересный факт, в котором исследователи отмечают, что тренировка укрепляет иммунитет, снижает тревожность, снимает головную боль. У меня получилось проверить тревожность до и после тренировки. Вначале была тревожность о том, какой получится контент, все ли удачно снимется и в остальном некоторые вопросы. Но как только сделал пару подходов, удивительно, но тревога перестала быть тревогой. Так что, друзья, это работает, попробуй. На 14-й день продолжаем также тренировку, летит неделя. Сегодня тренировка без изменений, с нагрузкой в 50 пресс, 200 брусья, 50 турник и 50 пресс. По состоянию заканчивается вторая неделя похудения. За это время я значительно похорошел в форме, прибавил в силе, да и в общем тонус даже с лишним остаточным весом намного веселее, чем был до. Взвешивание буду все-таки, как и планировал, проводить через 30 дней. Так что продолжаю прокачку и сушку. Увидимся завтра. Не пропусти и подпишись. Друзья, на 15-й день у нас пролетело 2 недели. Что же по ощущениям, по состоянию, что происходит с организмом? По ощущениям все достаточно хорошо. Глядя на себя в зеркало, чувствуется ощутимый результат. По нагрузке, по упражнениям все стало намного легче выполняться. Крепатуры как таковой нет. Хорошенько разминаюсь. Единственное, на протяжении последней недели был постоянный дождь. И обещают следующую неделю также дождь. Но я тренируюсь без остановки, не пропуская ни одной тренировки. Ну и сегодня давайте улучшим результат. И сегодня по упражнениям буду выполнять на 2 подхода больше, чем стандартно выполнял на протяжении 2 недель. То есть, если я выполнял в комплексе 5 подходов на турнике, то сегодня добавлю плюс 2, как на турник, так и на брусья. Итого по нагрузке получилось 70 пресс, 70 турник, 70 бицепс и 240 брусья. Отдых между подходов оставил такой же. Это 1,5 минуты. По итогу удивительно, но даже за 2 недели тренировок каждый день возможно добиться хороших результатов. Но я продолжаю тренироваться дальше 30 дней. Как говорил Хелен Хейс, сегодняшний специалист в чем-либо когда-то был новичком. Так что подпишись, не пропусти. Думаю, будет интересно.
Сегодня температура достаточно прохладная, и на протяжении недели у нас идут дожди. И на следующей неделе также будут целую неделю дожди. Так что наши тренировки будут достаточно мокрые. Ну и отлично, легче будет тренироваться. На 16-й день тренировка вошла в привычку. За это время я, как опытный пользователь турника и брусьев, ворвался на тренировку снова преодолевать себя уже с увеличенными нагрузками в 240 брусья, 70 пресс, 70 турник и 70 бицепс. На 17-й день я задался вопросом о правильном питании, вычитав где-то в нете о том, что правильное здоровое питание не означает скучное меню и отказ от вкусных блюд. Поэтому, недолго думая, находясь на даче, не дочитав все до конца, я погнал на шашлыки. Ну а по нагрузке сегодня, так же как и вчера, качаю все без изменений. 7 подходов по 10 раз подтягивания, 7 по 10 пресс, 7 по 10 бицепс и 12 подходов по 20 раз брусья, с перерывом между подходами в 1,5 минуты. Что из этого вышло, смотри в следующем видео. Подпишись, не пропусти, думаю, будет интересно. На 18-й день по нагрузке мы используем также 12 подходов по 20 раз без каких-либо изменений. По ощущениям все отлично. Продолжаем прокачку. Друзья, все изменения я прочувствовал после первого подхода, а точнее вчерашний день и правильное питание не закончилось одними шашлыками. С ними в ход пошла оливьешечка и даже тортик на десерт. Поэтому сегодня ощущение, как будто заново начал тренироваться с лишним весом, который был дня 3 тому. В общем, вывод один. Нагрузки это хорошо, но и питание при похудении это также очень важно. На 19-й день по нагрузке каких-либо изменений. Единственное, целую неделю пройдет дождь, приходится тренироваться от дождя к дождю. Но в то же время есть и свои плюсы, потому что не так жарко.
11-й день по нагрузке все так же. Прокачиваемся 12 подходов по 20 раз. Двадцать первый день, также без каких-либо изменений. По нагрузке все то же самое. Друзья, итак, прошло 3 недели. Сегодня 22-й день моей прокачки и улучшения. Что же по состоянию? По состоянию все упражнения стало выполнять намного легче. То есть, если я прокачиваюсь на брусьях, я могу контролировать, какие мышцы у меня лучше работают, какие хуже. Могу увеличить скорость, темп, наклоны. Достаточно хорошо стало выполнять все упражнения. То есть получается, что предыдущие 3 недели это была такая подготовка организма для того, чтобы сейчас хорошенько на этой неделе прокачаться оставшейся. А в общем, что еще? Последние 2 недели были достаточно дождливые. По состоянию мышц при нагрузках на турнике, скорее всего, из-за плохой разминки в локте появилось такое ощущение, как будто отрывались связки. Я точно не могу сказать, потому что снимок я еще не делал. Но по ощущению, вечером я тренируюсь через боль, потом оно разминается. На следующий день по ощущениям, как будто оно заживает. Я прихожу на тренировку и опять те же самые ощущения, как будто опять эта мышца отрывается, эти связки, и все по новой. Так кругооборот. Посмотрим, что будет на этой неделе. Но я думаю, что все нормально, потому что по ощущениям все стало лучше. А это, то есть, получается, от локтя, и если сомкнуть вот так пальцы, то вот здесь такая дикая боль, как будто такая натянутая струна, которая вот-вот сейчас оторвется. Ну и при подтягиваниях иногда бывают какие-то непонятные щелчки в начале. Скорее всего, это из-за того, что когда у меня был большой вес, еще до начала этих тренировок, я получил какую-то микротравму, потому что у меня вес достаточно был большой, мышцы были не подготовлены, и при таких сильных нагрузках я тянул со всех сил, через не могу. Скорее всего, тогда у меня это и произошла травма. Но ничего, я думаю, все это прокачается и будет все отлично. Так что продолжаем прокачку без каких-либо изменений. Единственное, я хочу еще добавить, что поскольку стало все легко выполнять, сделаю
такую нагрузку, чтобы мышцы максимально не расслаблялись. И вместо 1,5 минуты перед подходами уменьшу время до минуты. То есть между подходов буду всего лишь минуту отдыхать. Я думаю, это хорошенько поднагрузит и забьет мышцы до того состояния, когда они будут сжигать все лишнее. Ну и посмотрим результат, что с этого получится. То есть все у нас без изменений. Брусья у нас идут по подходам, все без изменений. Брусья идут 12 подходов по 20 отжиманий. Турник у нас идет 7 подходов по 10 отжиманий. На бицепс турник у нас 7 подходов 10 отжиманий. И пресс также 7 подходов 10 отжиманий. По бицепсу, в принципе, как и по другим упражнениям, все без изменений. Качаемся, улучшаемся, смотрим результаты. На 23 день все так же без изменений. Единственное, по нагрузке, чтобы просушиться, буду использовать олимпийку. По подходам также 12 подходов по 20 раз. И перерыв между подходами в 1 минуту. Отлично, в комплексе тренировка с отдыхом в 1 минуту отлично выматывает, дает хорошую нагрузку, ну а кофта хорошенько просушивает.
24 день, все без изменений. Также прокачиваемся с паузой в 1 минуту. На 25-й день все без изменений. Также прокачиваюсь с перерывом в 1 минуту. На 26-й день по нагрузке все без изменений. Прокачиваемся 12 подходов по 20 раз с перерывом в 1 минуту между подходами. День все без изменений. Прокачиваемся. Турник 7 подходов по 10 раз. Брусья 12 подходов по 20 раз. День прокачиваемся все без изменений. На турнике 7 подходов по 10 раз, на брусьях 12 подходов по 20 раз с перерывом в 1 минуту. Девятый день, все без изменений. Прокачиваемся 12 подходов по 20 раз с перерывом в 1 минуту.
день без каких-либо изменений. Прокачиваемся на турнике 7 подходов по 10 раз, на брусьях 12 подходов по 20 раз. Итак, наступил долгожданный день. Сегодня 31 число, а это значит, что прошло 30 дней моей прокачки. И время сравнить результаты до и после. Привет всем! Сегодня я хочу поделиться с вами историей своего невероятного 30-дневного путешествия на турнике и брусьях. Это был вызов, который я принял, чтобы изменить свою жизнь и достичь потрясающих результатов. В начале моего пути я осознал, что время пришло изменить свое тело и улучшить свое самочувствие. Тренировка на турнике и брусьях стали моим ежедневным ритуалом, моей дисциплиной и путем к саморазвитию. Каждый день был испытанием. Бывали моменты, когда я чувствовал усталость и сомнения, но я не сдавался. Я научился преодолевать свои собственные границы и справляться с вызовами, которые бросали мне тренировка. На это путешествие было гораздо больше, чем просто похудение. Я обрел новую силу, духа, уверенность и настойчивость. Я понял, что настоящая перемена начинается внутри нас. Каждый раз, когда я поднимался на турнике и брусьях, я чувствовал себя мощнее, более решительным и свободным. Я видел, как мои мышцы становились крепче, а мой внутренний огонь становился все сильнее. И вот настал последний день этого пути. Я смотрю на себя сегодня и не могу поверить в преображение, которое произошло за этих 30 дней. Я похудел и стал физически сильнее. Но самое главное, я стал лучшей версией себя. Это не просто достижение физических результатов, это победа над собой. Я победил лень, сомнения и отговорки. Я доказал себе, что могу достичь чего угодно, если по-настоящему верю в себя и настойчиво иду к цели. Я хочу вас вдохновить. Независимо от того, какие вызовы стоят перед вами, помните, что сила и настойчивость находятся внутри нас. Поверьте в себя, действуйте и не останавливайтесь. У вас есть потенциал и возможности, чтобы достичь своих мечтаний. Я благодарен всем, кто поддерживал меня на этом пути. Ваша поддержка, слова вдохновения и вера в меня были невероятно важны. Вы дали мне силу и уверенность, чтобы продолжать двигаться вперед даже в самых трудных моментах. Сегодня я заканчиваю этот 30-дневный вызов, но это только начало нового этапа в моей жизни. Я буду продолжать развиваться, ставить новые цели и преодолевать себя. Я призываю вас принять свои собственные вызовы. Не бойтесь идти за своими мечтами, не сомневайтесь в своих силах. Вы можете достичь всего, что захотите, если будете верить в себя и работать упорно. Спасибо всем за поддержку и вдохновение. До новых побед, до новых достижений. Вместе мы можем сделать невозможное возможным.